Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой джемпер красивым узором рельефным. Давайте рассмотрим данную модель поподробнее. Вот так у нас выглядит эта моделечка. Давайте я приближу узор. Узор у нас вертикальный, будет визуально вытягивать фигуру и стройнить. Узором у нас вяжется только у данной модели перед, а задняя часть рукава вяжется, как видите, полупатентной резинкой. Я бы стала вязать лицевой гладью. Здесь у нас, скажем так, классический вариант исполнения, как видите, да. То есть у нас будет рукав с окатом, вяжется конструктивно данная модель отдельными деталями снизу вверх. Я в сегодняшнем мастер-классе показываю схему этого узора. Я ее сама составила по фотографии, приблизительную выкройку, по которой можно вязать, если вы подставите туда свои мерки и сделаете расчет самостоятельно, основываясь на вашей мерке и измеренную плотность. У меня есть специальный мастер-класс бесплатный, как сделать расчет самостоятельно любого джемпера. Очень простой, доступный, доходчиво изложенный материал, и я ссылочку на данный мастер-класс опубликую под видео. А сейчас давайте посмотрим данную модель, схему ее, и мы будем сегодня вязать этот узор, все ряды свяжем, и я думаю, у вас не возникнет никаких проблем с вязанием данного узора. Смотрите, значит, вот так выглядит у нас схема. Приближаю ее. Смотрите, у нас, значит, визуально, опять-таки, у нас есть центральный узор на 15 петлях, вот вы видите его. И вот эти 4 петли, которые слева, это ажурная дорожка. Мы так и будем с вами вязать. То есть я буду говорить, центральный мотив – это 15 петель, и ажурная дорожка, которая нас как бы разделяет вот эти красивые вертикальные цветы. Условное обозначение традиционно, вот горизонтальная черточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – это лицевая петля. Треугольнички. 2 вместе лицевой с наклоном вправо – это треугольничек, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кружок – это накид. Все. И мы с вами провяжем каждый ряд. Значит, высоту раппорт у нас центрального мотива составляет 22 ряда, и ажурная дорожка – это 4 ряда. Ну и вот такой узор у нас, собственно, с вами свяжется сегодня. И сейчас я покажу вам выкройку. Вот такую выкройку классическую с вашими подставленными размерами вы можете использовать. И у вас получится прекрасное изделие. Конечно же, можно здесь представить, пофантазировать, как-то иначе, предположим, расположить эту красивую этот красивый ажурный узор как-то по центру выделить, не так, допустим, как здесь, вот прям целиком, да, по переду, а можно, допустим, только одну ажурную полосу пустить с вот этими красивыми вертикальными дорожками ажурными с двух сторон, да, то есть здесь можно фантазировать, применять вашу творческую фантазию и делать так, как вам хочется. По рукавчику можно такую красоту также пустить по центру, да, то есть здесь, пожалуйста, ваша творческая инициатива должна проявляться. Ну а сейчас давайте с вами начнем вязать данный узор. Для вязания данного джемпера я предлагаю пряжу Merino Deluxe 50. Это турецкая пряжа Ярнард компании. В 100 грамм 280 метров и в составе 50% шерсть, 50% акрил. Цвет у нас колор 11 448. И спицы мы используем 3,5. Еще нам понадобится крючок для вывязывания шишечек, тоже 3,5 рекомендую.
Итак, мы сегодня с вами будем вязать вот такой узор. Это один раппорт у меня связан с ажурными дорожками с двух сторон симметричный. И по центру идет вот этот красивый ажурный цветочек. Итак, приступаем с вами к вязанию. Для вязания образца набираем 25 петель. Я связала вспомогательные 2 ряда. Сейчас будем с вами вязать наш узор, наш раппорт. Первый ряд. Смотрите, у нас с вами вот эта ажурная дорожка на 4 петлях, которая слева по схеме идет, она у нас будет справа сейчас. То есть я ее добавила для симметрии. 4 петли для симметрии. Первый ряд начинается с ажурной дорожки. Первую кромочную снимаем, вяжем первая лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я петельки меняю местами и вяжу 2 вместе лицевой. Затем у нас идет накид, лицевая. И далее начинается, собственно, наш основной раппорт, вот этот с ажуром. Вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру идет изнаночная. Снова накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее опять 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И далее вяжем 4 петли нашей ажурной дорожки. Первая петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и лицевая. Кромочную я вяжу изнаночной петлей, переворачиваем. Все четные ряды, то есть 2, 4, 6 и так далее, вяжем, как смотрят петли. В третьем ряду у нас опять идет ажурная дорожка, только она у нас с вами зеркалится. Начинаем опять 1 лицевая, затем делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево у нас идут, и опять 1 лицевая. Это ажурная дорожка для третьего ряда. Вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем петли местами в моем случае. 2 вместе 1 лицевой провязываем. Лицевая, накид, по центру изнаночная. Снова накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали центральный раппорт. И осталась ажурная дорожка на 4 петлях, такая же, как у нас была в начале ряда. Мы ее вяжем как 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, все. И кромочную вяжем изнаночной. Все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли, самостоятельно. Накиды провязываем изнаночными. Вяжем 5 ряд. Начинается опять с ажурной дорожки. Раппорт ажурной дорожки составлял всего 4 ряда, поэтому повтор у нас идет сейчас с первого ряда. Ажурная дорожка. Вяжем. Первая петля лицевая. И далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, как мы это вязали в первом ряду. Затем вяжем накид и 1 лицевая. Связали ажурную дорожку. Приступаем к центральному мотиву. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. 2 лицевые. Накид. По центру у нас идет 1 изнаночная. Снова накид. 2 лицевые. И 2 вместе лицевой с наклоном влево.
Далее идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали центральный мотив и приступаем к вязанию ажурной дорожки. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная и изнаночная. 6-й ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. Следующим образом. Ажурная дорожка у нас идет. Начинается 1 лицевая. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Затем вяжем центральный мотив 2 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. По центру у нас идет 1 изнаночная. Снова накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. И затем 2 изнаночные. 1, 2. Связали центральный мотив и вяжем ажурную дорожку. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 8-й ряд, вяжем все петли, как они на нас смотрят. Изнаночные накиды провязываем изнаночными. 9-й ряд. Ажурная дорожка вяжется как лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Центральный мотив вяжем 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, четыре лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, по центру изнаночная, снова накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево и осталась 1 изнаночная. Связали центральный мотив. Ажурная дорожка у нас вяжется как 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. 11-й ряд вяжем. Первый идет ажурная дорожка. Кромочную сняли, вяжем 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Приступаем к вязанию нашего центрального мотива. После ажурной дорожки вяжется первая изнаночная. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Затем у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делается накид, по центру изнаночная. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 1 изнаночная. Осталась у нас ажурная дорожка. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. И 12-й ряд у нас изнаночный. Вяжем, как смотрят петли. 13-й ряд вяжем по схеме. Вяжем, первая у нас идет, значит, на 4 петлях ажурная дорожка. Вяжем ее как 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Приступаем к вязанию нашего центрального мотива. Первая изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Они у нас по центру. Затем опять идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. Центральный мотив связали и ажурную дорожку вяжем с левой стороны. 2 вместе лицевой, так, первый у нас идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Делаем накид, лицевая, кромочная, изнаночная. И 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 15 ряд узора. Ажурная дорожка на 4 петлях. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Приступаем к вязанию узора. Первая идет изнаночная, 2 лицевые. Затем у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делается накид и 5 изнаночных по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная. И ажурная дорожка осталась у нас. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 16 ряд, вяжем, как смотрят петли. 17 ряд у нас с вами вяжем. Ажурная дорожечка у нас с вами идет с правой стороны. Первая петля у нас лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и центральный узор. Первая петля изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 изнаночных по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная. Связали центральный мотив и ажурная дорожка у нас слева. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 18 ряд, вяжем, как смотрят петли. Вяжем 19 ряд. Первый у нас идет ажурная дорожка на 4 петлях. Вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Дальше идет изнаночная, уже центральный мотив начался, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, далее идет изнаночная, и далее у нас идет элемент, который я называю шишечка, все его так называют. Я буду вязать его крючком, его можно двумя вариантами вязать, крючком или спицами. Я покажу тот, который вяжу крючком. Итак, из петли, из одной мы вытягиваем нить крючком. Раз, затем делаем накид, еще раз вывязываем нить, опять накид и еще раз вывязываем нить. Так сделали 3 раза, затем провязали все эти 3 вместе и таким образом сняли петлю, из которой вывязывали. Чтобы у нас здесь не было никакого вот этого грубого отверстия, девочки, я делаю вот так. Я фиксирую эту шишечку сзади. То есть я вот так назад немножечко, да, и вот здесь подхватываю за протяжку и вытягиваю. Одна петля у меня остается, видите, да? И ее я помещаю на правую спицу. Вот так шишечку вяжу. И далее вяжем 5 изнаночных по центру. 1, 2, 3, 4, 5. И опять у нас идет шишечка. Таким же образом, значит, берем крючок, вытягиваем 1, делаем накид, затем опять 2, делаем накид и 3. Вытянули 3 раза,
провязали через все вытянутые петли одну, спустили петлю и зафиксировали сзади в протяжку. Таким образом получилась одна петля, которую на правую спицу одели, шишечка. И далее у нас идет с вами изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще одна изнаночная. На этом центральный мотив у нас заканчивается и идет ажурная дорожка на 4 петлях. Лицевая, делаем лицевой накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная и изнаночная. Связали с вами 19 ряд, перевернули и 20 ряд вяжем, как смотрят петли. Места шишечек провязываем лицевой петлей. 21 ряд у нас с вами вяжется. Значит, следующим образом, ну, ажурная дорожка, сама собой, да, первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Приступаем к вязанию центрального мотива. Вяжем с вами сейчас все петли изнаночные у нас, и по центру вывязывается шишечка. Значит, вяжем по схеме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот в 8-ю делаем шишечку. Я делаю крючком. Вытягиваем 1, делаем накид, вытягиваем 2, делаем накид, вытягиваем 3. 3 раза вытянули. Шишечку можно сделать более пышной. Если вы хотите, то можете еще так несколько раз вытянуть, да? Затем мы все это дело вытягиваем одной петлей, снимаем петельку и сзади в протяжечку так фиксируем. Оп, все. Вытянули, на правую спицу одели. Дальше идут опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, центральный мотив связали. И осталось у нас с вами вот эта ажурная дорожка на 4 петлях. Мы вяжем лицевую. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 22 ряд мы вяжем, как смотрят петли. И далее у нас с вами идет повтор раппорта. То есть с первого ряда вяжется все, весь узор.